Друзья, приветствую вас на канале Разводня как хобби. Давно не было видео. И сегодня вот вечерком я решил заснять видео с ответами на вопросы, которые за последние неделю-полторы были под моими видео. Люди интересуются, спрашивают, различные такие задают вопросы. Некоторые уже известные. Неоднократно я на них отвечал. Ну, конечно же, есть и свеженькие. Сейчас попробую вам на них ответить. Итак, друзья, первый такой вопрос. Он всеобъемлющий, но я попробую коротко на него ответить. Задает подписчик вопрос. Как отнерестить данио? Ну, как говорят, данио это такая рыбка, которая нерестится когда захочет и где захочет, в любом аквариуме, в любой банке 3-литровой, в литровой банке некоторые нерестят. Короче, достаточно легкая в разведении рыбка. Хотя иногда у нее бывают моменты, что она нереститься не хочет. Значит, что первое нужно сделать для того, чтобы попробовать ее отнерестить? Ну, во-первых, нужно выбрать производителей, взять самцов. Примерно на одну самочку берется 2-3 самца. Отсаживаются они в разные аквариумы, примерно на недельку, можно дней на 10. И обильно эту компанию, что самок, что самцов, кормим в основном живыми кормами. Стараемся живыми кормами, вдоволь. Ну, это может быть артемия, это может быть дафния, если летний период. Там циклоп и так дальше. Можно заморозкой попробовать покормить немножко. Ну, по крайней мере, эти корма должны быть в преимуществе, да, над сухими кормами. И потом через это время, через недельку, через 10 дней попробовать этих рыбок посадить. Ну, если есть нерестовичок, значит нерестовичок. Если нет нерестовичка, можно попробовать обычную 3-литровую банку. На дно бросить немного какую-то мочалку распущенную или леску. Ну, что-нибудь такое, чтобы икра могла, когда рыбки ее выметают, могла свободно сесть на дно. И чтобы производители ее не скушали. Потому что, ну, икра считается у рыбок, что это корм. И они, те, кто нерестится, те нерестятся, остальные могут свободно ее скушать. И я думаю, температуру поставить где-то 26-27 градусов. Продувочку легенькую можно. А в принципе, если там будет 3-4 рыбки, то можно и без продувочки. И я думаю, эти рыбки с удовольствием отнерестятся. Они соскучатся за это время друг за другом. И нерест не заставит себя ждать. Как правило, нерест происходит рано утром. Ну, когда вот солнце восходит. Да, первые лучи солнца попадают на эту емкость с рыбками. И они нерестятся. Примерно 3-4 часа, и нерест будет законченный. И вы, когда рыбок отсадите, то увидите на дне икринки. Ну и, соответственно, потом занимаетесь выращиванием личинки и поднимаете малька, когда он уже поплывет. Соответственно, малек данио очень мелкий. Желательно его кормить инфузорией первые 3-4 дня, либо солоноводной коловраткой. А уже с 4-5 дня можно смело давать живую артемию. Он ее охотно кушает и очень хорошо растет. Вот как-то так. Итак, следующий вопрос. Какого объема нужен нерестовик для нереста рыбок? Ну, я вам скажу, любая живородка, она метает малька, нерестится, может даже в банке в 3-литровой все это делать. Главное, побольше туда забросить растений, либо каких-то искусственных убежищ для малька, чтобы он мог спрятаться. Потому что живородящие рыбки тоже любят очень полакомиться своим потомством. Поэтому, чтобы такого не было, нужно это все предусмотреть. Ну, нерестовик, например, для тернеции, для данио. У меня 10-литровый обычный нерестовичок. Вот даже вот могу показать. Сейчас тут, правда, у меня бардак. Вот такие у меня нерестовички небольшие. Я уже о них неоднократно рассказывал. И рыбка охотно нерестится без проблем. Самое главное, еще я говорю, выдержать
подготовить рыбку к нересту, и температура, чтобы была соответствующая, и рыбки, думаю, охотно отнерестятся у вас. Значит, был такой вопрос под одним из видео, да, какое расстояние у меня между аквариумами и стеллажами, между верхними, ну, скажем так, между верхушкой вот аквариума и стеллажом. Значит, именно вот здесь, на этом стеллаже, вот сейчас я вам покажу, так, чтобы был, блин, как же так, чтобы было видно. Сейчас, вот, включил еще дополнительный свет. Вот, смотрите, вот здесь вот упираемся в стеллаж. Вот. Так, хочу вам показать так. 10. Вот здесь 15 сантиметров. Да, конечно, еще моргает все. Пришлось свет отключить, чтобы не моргало. Вот, смотрите, здесь 15 сантиметров. Если сделать меньше, вот, например, 10 сантиметров, вот так, то тогда неудобно работать с аквариумом. А 15 сантиметров в самый раз. Это опытным путем. Значит, сверху у меня здесь 20 сантиметров до аквариума. Вот здесь, например, на этом стеллаже, вот здесь 20 сантиметров. Ну, короче, друзья, делайте, кто будет делать стеллаж, чтобы между стеллажом и аквариумом было 15 сантиметров. Тогда удобно и туда дальше, к стенке, руку просунуть без проблем. Здесь можно все, что хочешь делать. А когда будет 10 сантиметров, то это уже как бы неудобно. Ну, еще такой вопрос, такой общий, да? Почему тернеция не нерестится? Ну, причин, то, что она не нерестится, может быть очень много. Первое, это если рыбки молодые. Второе, если рыбки уже очень пожилые, скажем так. Ну и остальные факторы могут быть. То есть температура воды несоответствующая. Состав воды, возможно, не нравится рыбкам. Может быть, она очень жесткая, например, вода. Ну, другие разные причины там. Ну вот не хотят они, тоже может быть. Может, рыбка закистованная, самочка. Либо самцы какие-то бесплодные. Ну, по-всякому может быть. Надо просто пробовать. Рыбку не рестить. Я думаю, не получается с первого раза, получится со второго или с третьего. То есть нужно пробовать. Ну и, соответственно, да, как я уже и говорил ранее, корма. Живые корма. Живые, замороженные. И то есть естественные. То есть сухие корма это как бы не естественные для рыбки. А вот живые и замороженные это естественный корм. Тогда, когда она употребляет, рыбка, эти живые и замороженные корма, у нее там происходит лучшее пищеварение, развитие лучшее, ну и появляется у нее охота к размножению. Так, еще такой вопрос, вот когда показывал в одном из видео с ответами на вопросы, вот такой сеточка, вот такая у меня для живородки, да, для меченосцев, для гуппи, для малинезии. И задают вопрос люди, не застроет ли рыбка жабрами там в сетке. Ну, во-первых, она в эти щели не лезет, потому что они не очень-то большие, да. Но это же и сетка, она жесткая, она не такая, как вот, например, браконьерская сетка, да, что рыба там застроет жабрами. То есть, я так понимаю, вопрос из этой оперы, да. Здесь жесткая сетка, и рыбка ни разу, у меня даже и предпосылок таких не было, чтобы она там застряла или повредила себе что-то. Не рестятся без проблем, все нормально. И еще один такой вопрос, друзья, задается мне очень часто под видео, каким кормом кормлю я рыбок своих. Я уже неоднократно показывал, вот еще раз покажу. Обычный Коппинс, вот такие гранулы, 0,5-0,8, бывает 0,8, 1,2 мм, ну обычно 0,5-0,8 мм. Они хорошо плавают на поверхности, и некоторые из них и тонут. И рыбка в момент, когда это все происходит, она с удовольствием его ест. И всем хватает. И рыбкам, которые плавают на поверхности,
и сомики, которые находятся на дне. То есть такой хороший корм. И он, самое главное, не мутит воду и не создает никакого дисбаланса в экосистеме. Вот смотрите, бросил я его Данио, да? Ну, Данио вообще прожорливая рыбка. Вот, некоторая часть корма находится на поверхности, некоторая вот постепенно падает на дно, и рыбки ее с удовольствием кушают. Вот в том числе вот тот, который упал уже на дно, вот, пожалуйста, на дне они тоже его подбирают. Достаточно питательный корм, много я его не даю, совсем понемножку, один раз в день. Как вы знаете, я кормлю свою взрослую рыбу. Итак, друзья, еще один вопрос. Можно ли скрещивать рыбок разных цветов? Ну, вы сами понимаете, конечно же можно. Просто потомство будет часть одного цвета, часть другого цвета. Даже может появиться какой-то новый цвет. Могут появиться рыбки вот этих диких цветов, то есть, ну, как они в природе, эти рыбки. Вы знаете, что эти рыбки, они генно-модифицированы, то есть они в природе просто серенькие полосатые рыбки тернеции. Вот видите, какие они имеют разнообразие цветов. Так само и Данио, то же самое. Вот они и красные, и зеленые, и желтые, и синие, ну, и всякие. Можно без проблем. Рыбки не рестятся. И потомство будет тоже разноцветное. Так, ну и на закуску такой вопрос. Как часто делаю я подмену воды в аквариумах? Ну, у меня, как вы знаете, это закрытая система. То есть, здесь у меня протоки нет. Здесь стоят помпы, которые качают воду. Она постоянно по кругу здесь через сам проходит и возвращается обратно в аквариумы. Ну, я делаю подмены один раз в неделю. Обычно это либо в субботу, либо в воскресенье. Ну, как правило, в субботу. И потом неделю сливаю я примерно. Вот у меня есть такие меточки. Вот, смотрите, синяя точечка такая здесь, вон есть, здесь. То есть вместе со сливом воды я убираю дно. И этого слива воды достаточно для того, чтобы весь мусор убрать. И потом, соответственно, заливаю обратно водопроводную воду. Ну, я так делаю, по крайней мере. Хотя говорят, что нужно воду готовить. Я заливаю прямо из водопровода. То есть она у меня идет через газовую колонку. Она тепленькая, градусов 30. И без проблем. Вот что-то зеленое. Что-то ей поплохело рыбке. Ну, бывает, бывает. Чтобы вы не думали, что все так красиво. Бывает, рыбки помирают, да. Ну, бывает. Ну, что-то ей вообще плохо стало. Ну, ничего, уберем мы ее, конечно, отсюда. Малыши вот наши тернеции красные здесь вот находятся. Пока я рыбку не рещу, потому что что-то не могу найти артемии яиц. Потому что без артемии, конечно, икромячащую рыбку очень трудно поднять. Поэтому пока нересты не проводим. Пускай потепление придет, уже скоро, даже уже началась весна, уже есть 1 число сегодня или 2. Вот, ну, как-то будем выходить из этого положения, будем рыбку нерестить. Вот такое сумбурное видео вышло. Такое, собрался я быстренько его снял. Там у нас в описании под этим роликом есть плейлисты, как вы уже знаете, наверное, да? Кто новый на канале не знает, может быть, есть там плейлисты, порядка 10 их там. И в них есть по разной тематике видео, как строилась разводня, как стеллажи делались, как проводилась там вода, воздушная магистраль, свет и так далее. Кому интересно, поищите там подходящие для себя видосы, посмотрите. Все, друзья, всем удачи, пока, до встречи на канале Разводня как хобби. Всем здоровья и добра.